Рукодельницы, всем привет, приветики, рада приветствовать вас на своем канале Рукоделие как хобби. И в этом, скорее всего, коротеньком видео мне хочется с вами поделиться своими некоторыми лайфхаками. Возможно, кому-то это будет полезно, возможно, кто-то об этом не знает, а возможно, кто-то знает и давно пользуется. Я от себя что вот придумала, расскажу вам, короче, сейчас. Значит, первое, что хочу я рассказать и показать, это вот такая вот машинка для удаления катышек. Но ее уникальность в том, что я такую машинку смотрела на Валберес. Она стоила в белорусских рублях, чтобы вам не соврать, где-то в районе 20-26 белорусских рублей. Я ее отложила, думаю, ну, появятся деньги, куплю. И мы сегодня поехали в Светофор. У нас здесь в Бресте есть Светофор. Я чисто случайно увидела там вот эту машинку. И знаете, сколько она стоила? 6 белорусских рублей. То есть на Валберес 26, в Светофоре 6 белорусских рублей. Я ее, конечно же, взяла. Я ее уже протестировала. Батарейки там есть. Отлично чистит. Вот даже покажу, уже она собрала здесь катышки. Я тестировала на штанах своих старых домашних. Вот, уже показывать не буду, верьте на слово. Как говорится, вещь классная. Батарейки специально достала, чтобы они там не сидели внутри. Так я не думаю, что сильно часто буду пользоваться, но вещь очень полезная. И вот ищите у себя, если у вас есть, вот в Светофоре, магазин Светофор, 6 белорусских рублей, там вот такая машинка. На Валберес 26. Вот, то есть такая небольшая подсказочка, если у кого-то есть тоже такие магазины, как, ну, как Светофор. Так, дальше, что хотела еще показать. Это просто хотела показать. Я сходила на Валберес сегодня и забрала маркеры для вязания. Так, сейчас мы их вскроем. У меня, получается, есть... Сейчас, девчонки, секундочку. Вот такие я заказывала. Тоже искала подешевле. Заказывала вот такие, но их плохо видно на изделиях. Они все одинаковые. Здесь вот я вяжу мой проект. Вот, кстати, как блестит. Очень классно блестят эти пайетки. Их даже слишком много. Так, и вот здесь, чтобы отделить начало ряда от остальных моих пометок, я 2 цепляла. Вот, я заказала на Валберес 20 штук, по-моему, 3 с чем-то белорусских рубля. Они мне обошлись. Так, сейчас я их вскрою, секунду. Так, я вскрыла. Это не лайфхак, а может для кого-то и лайфхак будет. Я думаю, для опытных вязальщиц нет, а для новичков да. И, то есть я вот взяла одну, первый раз ими тоже пользуюсь. И сейчас я просто сюда вот вставлю, помечу себе первый ряд вот таким образом. Ими очень удобно их вставлять, они не так оттягивают, не так цепляют. Вот эти вот реально я ими пользуюсь по большей части просто как булавками. Посмотрите, как классно. И она заметна, то есть ее видно. Вот, эти уже оставлю, чтобы отделялась, да, и она вот именно отделяет для каких-то вот специальных таких пометочек. Вот, вообще классно, и 20 штук, по-моему, 3 с чем-то рубля, что ли, мне обошлись. Я не помню, ну, недорого, вот, так что тоже имейте в виду, но это так, это хотела просто показать покупку. По поводу лайфхака, смотрите, еще что я себе придумала, может тоже другие девочки это знают, а может кто-то нет. Тоже смотрела, что многие рукодельницы прям пользуются такими красивыми специальными, как это выразиться правильно, пакетиками, не пакетиками, не контейнерами, органайзерами, скажем так, для рукоделия. У кого-то там какие-то чемоданчики, что-то там, какие-то красивые пакетики. И я тоже думала, что, наверное, мне надо, потому что вот это вот у меня просто хранится вот в таком ящичке детском, да, не совсем удобно. И взять с собой куда-то, да, если ехать в машине, может, куда-то далеко, либо еще, тоже неудобно. Поэтому что я придумала? Я долго искала эти пакетики все, они безумно дорогие, хотя там, я не знаю, обычный мешочек тканевый от 20 белорусских рублей и более. И потом чисто случайно мне на глаза попалась на Валберес мешок для обуви. 5 с копейками белорусских рубля. И я в фикс-прайсе сегодня была и подумала, когда-то я сыну покупала пакет для обуви, мешок, но я ему покупала подороже, светоотражающий полностью. И там были вроде бы недорогие. И, девочки, я увидела там пакет, такие тоненькие пакетики для обуви за 4 белорусских рубля. Там и подороже были, и по 6, и по 9, и по 12. Думаю, мне, дорогой, не надо. И я подумала, возьму.
Думаю, возьму, какая разница. И то есть получается вот такой вот я взяла, он довольно-таки плотный, с котиками выбрала, расцветок там было ограниченное количество расцветок и цветов, по-моему, 3 либо 4. Вот, этот самый мне понравился, и вот, пожалуйста, как я буду делать. То есть я могу вот так даже положить, продолжить вязать. И опять-таки, да, вот так вот я сложила это все аккуратненько, затянула. Вот, либо куда-то положила, либо даже взяла, куда мне надо, и понесла. Девочки, очень бюджетный, удобный вариант, у кого нет лишних денег, скажем так, для хранения непосредственно вашего проекта, который в работе, либо даже несколько проектов. То есть в фикс-прайсе на белорусские деньги 4 рубля, кто с других стран, пожалуйста, переводите, я не знаю, какие курсы сейчас, ну, то есть фикс-прайс. Есть по 4 рубля, в крайнем случае Вайлдберрис по 5 рублей. Пакеты для обуви. Мне кажется, ну просто отличный вариант. Все. Где-то даже повесил, если надо, положил, поставил с собой на плечо, закинул в руки, взял и так далее. Великолепно. Так, дальше. Что еще? Вот такой вот ящик. Тоже магазин «Светофор». У кого есть, обратите внимание, там такие ящики гораздо дешевле, чем даже в фикс-прайсе. Вот такой ящик на 10 литров. Ну, то есть вот он огромный, прозрачный. Вот ручки. Я его вообще брала на то, чтобы замешать почву для цветов. То есть там вот эти все вермикулиты, перлиты, всякое вот это вот все, да, разрыхлители, все, что нужно с почвой перемешать и сразу сюда засыпать. Я увидела у девочек, которые занимаются растениями, я тоже немножко увлекаюсь. А потом подумала, что такие ящики можно использовать для складирования пряжи. Мне, кстати, в комментариях кто-то из девчонок писал, что в пластиковые контейнеры хорошо пряжу хранить, особенно там, если шерсть от моли, от всего такого. Вот. Вот такой контейнер 10 литров. 10 литров стоит в Светофоре 4 с копейками рубля. Грубо говоря, максимум 5. Чек у меня не остался. В фикс-прайсе я таких больших, наверное, не видела, а может видела. Короче, в фикс-прайсе примерно такого размера по 12. В Светофоре по 12 вообще огроменные, прям, ну, большущие, в 2 раза больше. Мне кажется, очень удобно. То есть вот он так, ни крышка не потеряется, ничего. Поэтому Светофор, там контейнеров этих много. Мне кажется, в любом Светофоре и в любой стране, где есть светофор, они есть. Ну, действительно классно. Вот, взял и понес. Так, и самое интересное, что хочу с вами еще поделиться. Так, тоже на рукодельном ютубе, на вязальном по большей части видела, что девочки, вязальщицы, да, вязальщицы вяжут. И особенно, когда вот темно, да, на шею вешают специально такие как бы фонарики. Они заряжаются, наверное, от USB. Прям вот на шею такие они, вот по типу вот этого. Да, и тут фонарик, и тут фонарик. И прям они там надевают на шею, включают, и горит, и им хорошо вязать. Там они и ставятся, и так далее. Я тоже хотела такой, потому что у нас довольно-таки темно в комнате бывает периодически. Но я как посмотрела цены на Вайлдберрис, я обалдела. Думаю, нет, я не готова пока к такому. В белорусских рублях от 30 где-то до 45, 45 и 50 есть рублей и дороже. Я сначала думала, честно вам сказать, в фикс-прайсе посмотреть фонарик, который одевается на голову, но надевать его как-то тоже на шею цеплять. В фикс-прайсе я не нашла, хотя до этого были такие, они, по-моему, где-то по 6, по 9 белорусских рублей были. Но я нашла вот такие фонарики. Сегодня купила, здесь 3 батарейки мизинчиковых, светодиодные, режим только один. Вот, 3 белорусских рубля. То есть совсем дешево. Если на Вайлдберрис от 30 рублей и более, то это 3 белорусских рубля. И что я придумала сделать? Я вот этой штукой пользуюсь довольно-таки редко. Она сгибается. Я вот так вот ее прицеплю и сюда скотчем вот так вот выровняю. Просто-напросто примотаю этот фонарик и буду так вот держать. И потом, что я подумала, знаете, что еще можно, девчонки? У кого нету вот такой вот штуки, вы можете просто где-нибудь раздобыть аккуратненько какой-то, лучше всего в изоляции, да, такую вот проволоку есть, и которая в изоляции обмотана вот этой вот, типа резиной, да,
толстый такой вот именно как шнур, ну, чтобы оно сгибалось и держало форму, либо толстую проволоку. И сделать то же самое. Можно здесь чем-то обмотать, чтобы оно к шее было приятно. Купить в фикс-прайсе один либо два вот таких фонарика, батарейки, примотать с одной, со второй стороны, одеть, и будет вам счастье. Вот, вы отрегулируете так и сяк. И не надо, у кого опять-таки нет лишних денег, у кого есть денежка, пожалуйста, конечно, это круто купить такие фонарики, я бы и себе хотела, вот которые, да, специальные, но я пока не могу этого сделать, поэтому, девчонки, у кого нету денег лишних, да, либо жалко на такие, вот, мне кажется, бюджетный вариант, то есть получится вообще очень задешево и классно. То есть взяли обычную проволоку, да, согнули аккуратненько концы, обмотали тем же, можно каким-то не скотчем, а изолентой даже, да, примотали два фонарика на шею, повесили, и вот вам готово, светится. Только что батарейки нужно будет менять. Вот такими лайфхаками хотела поделиться. Не знаю, надеюсь, что кому-то было полезно. Вот что я придумала себе. Сегодня все это сделаю, вот это особенно, и попробую протестировать. Мне кажется, должно быть гораздо лучше, чем просто сидеть и слепиться, да, в полумраке. Вот, поэтому всем огромное спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Вот у меня иногда бывают такие прям вдохновения какие-то, хендмейдные идеи, не только по вязанию, но и какие-то вот такие вот, не то чтобы подделки, интересные вещи я придумываю, полезные, да, вот, поэтому подписывайтесь на канал, я буду очень благодарна, ставьте лайки, тоже буду очень благодарна, YouTube тем самым будет понимать и продвигать мое видео, показывать другим людям, вдруг, я надеюсь, оно еще будет тоже кому-то полезно, да, пишите комментарии, как бы вы, может, что-то придумали, или, может, вы действительно что-то придумывали, расскажите, поделитесь, да, чтобы, так скажем, сэкономить, как говорится, дешево и сердито, да, вот, буду тоже благодарна, вот, всем огромное спасибо, желаю, самое главное, это, девочки, здоровья всем вам и вашим близким, это самое важное, будет здоровье, будет все остальное, как говорится, значит, самое главное, всем вам, нам, здоровья, потом, конечно же, любви, удачи, денег побольше, благополучия. Всем огромное спасибо за подписку, комментарии, лайки. Пока-пока.